У наших студентов есть такая возможность. Дипломат. Одно свободное место. Я была в Бресте. Чтобы попасть на программу обмена, Просто восторг, у меня даже слов нет. Мы называем это стажировка. А я на русском стою. Другой язык, другая культура, и количество кредитов. как в сказках. Я вас люблю. Меня зовут Наталья Владимировна Сас. Я являюсь начальником отдела международных связей Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. В нашей стране большое внимание уделяется академическим обменам. Академическая мобильность является одной из составляющих процессов интернационализации высшего образования и интеграции университета в мировое образовательное пространство. Меня зовут Исмаил. Здесь я учусь на специальность немецко-английский учитель, но в Таджикистане моя специальность была дипломатом. Меня зовут Арина. Я приехала из Казахстана, с города Бакштау. У себя в университете у меня специальность педагог-психолог. Осипов Евгений Дмитриевич, декан факультета иностранных языков Брестского университета имени Пушкина. В текущем учебном году в нашем университете в рамках двусторонних договоров о сотрудничестве реализуется программа включенного обучения, и в осеннем семестре обучение на факультете иностранных языков и на психолого-педагогическом факультете проходят студенты из Кокшетауского государственного университета имени Уалиханова и Таджикского международного университета иностранных языков имени Улугзада. Ежегодно, практически на каждый семестр, 5 человек, учащихся университета иностранных языков из Таджикистана, приезжают к нам мы называем это стажировка. Чтобы попасть на программу обмена, необходимо соблюсти ряд требований. Как правило, отбор студентов проводит направляющий вуз. Меня зовут Шозикуло. Наш староста позвонил, сказал, что есть одно свободное место, и если ты хочешь пойти и учиться в течение одного семестра в Беларуси, ты можешь. Потом я посоветовался с родителями, и они сказали, да, мы одобряем это. В Таджикистане наш деканат объявил о том, что есть программа по обмену с Беларусью, с Казахстаном и другими странами. Когда я пошел домой, посоветовался со своим дедушкой, и он мне посоветовал пойти вот сюда именно. Очень внезапно собралась подавать документы, просто заглянула на сайт, смотрю, можно подать. Быстренько все собрала все справочки, их подала. Мне сказали, все, ждите собеседование. Собеседование тоже проходило довольно-таки напряженно, потому что было около 100 или, может, даже больше 100 человек. Смотрю, все на английском, что-то там свое интервью, свое какое-то там описание. А я на русском стою. Общие критерии – это студенты старших курсов, это студенты с высоким баллом успеваемости, это студенты, активные участники общественной, культурной, научной жизни. Думаю, сейчас я зайду, скажу, что я хочу в Беларусь. И мне казалось, что меня не возьмут, но меня взяли. Конечно, здесь очень круто, здесь ощущается по-другому. Другая страна, другой язык, другая культура. Было очень красиво, как в сказках. Преимущество таких обменных программ в том, что студенты в своих вузах выбирают индивидуальную траекторию обучения. Из наших учебных планов они выбирают те дисциплины, которые будут посещать по приезду в наш университет. Мы используем наш формат, тот формат, по которому мы обучаем наших студентов. То есть мы интегрируем наших гостей для обучения по нашим вариантам специальности современные иностранные языки. Это будет жизненная практика для меня, чтобы там изучать новых людей, новую культуру. И внедриться во всем это очень развивающее. Если прийти сюда, ты можешь развивать и русский язык, и английский язык очень быстро, потому что все мои пары на английском. Наша цель не только обучение языку. Наша цель, чтобы таджикские студенты познакомились в том числе и с культурой нашей страны. Если честно, если бы мне дали возможность поехать, я бы еще раз приехала сюда. Мне очень нравится. Мне очень нравится преподаватель. Мне очень нравится, что преподаватели
свой материал, получается, я заметила, у многих написан от руки. То есть преподаватели прям готовятся к лекциям, их интересно слушать. Мне очень интересно посещать занятия. Мои однокурсники очень дружелюбны ко мне, и они, когда я чего-то не понимаю, я когда спрашиваю, они активно отвечают на мои вопросы. У вас меньше спешки. Я больше успеваю понять, потому что в 2 раза меньше практически дается материала на семестр. По окончании обучения в нашем университете студенты получают транскрипт, в котором указан перечень дисциплин, которые они освоили за семестр, количество часов по этим дисциплинам и количество кредитов. Бесплатное обучение, проживание в одном из общежитий студенческого городка с оплатой на период пребывания, также все возможности для интеллектуального роста, для творческого развития, для участия в научных, культурных и спортивных мероприятиях в нашем университете. Я живу на Пушкинской. У меня очень хорошие соседки. Сейчас проводится активная работа по подготовке весеннего семестра, и мы в наши партнерские университеты направляем предложения. У наших студентов есть такая возможность попасть на программы академической мобильности в вузы-партнеры. Предложений сейчас уже есть очень много. Просто я готова каждому своему знакомому сказать, что я была в Бресте. Вы не представляете, как здесь здорово. Я в таком восторге. Правда, я даже уезжать не хочу. Уважаемые преподаватели, уважаемые студенты из наших партнерских учреждений высшего образования, добро пожаловать на программы академической мобильности в Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Алга, Казахстан. Ну и, конечно, мен сені сүйемін. Я вас люблю.